Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня второй урок по органайзеру для хранения мелочей. Вчера мы с вами сделали основание, также мы вырезали дно внутреннее, его мы просто подклеим, и нам надо вырезать боковинки. Одни боковинки я уже вырезала, и сейчас покажу, как вырезать вторые боковинки. Одни боковинки мы измеряем вот внутреннюю часть от и до, и высота у меня 3 сантиметра. И вторые боковинки будем измерять. Укладываем линейку и смотрим. Вот у меня получается 20,5 сантиметров. И высота у меня также будет 3 сантиметра. Сейчас покажу, как вырезать. Я беру линейку, укладываю на коврик. Очень удобно работать с ковриком. Вот выровняла по одной линии. Так, сейчас вам покажу по одной линии и по второй. И мне надо 3 сантиметра. Прикладываю линейку. Вот у меня 1, 2, 3 кубика. Сверху, снизу. И вырезаю. Получается у нас одна полоска. Перекладываю линейку еще на 3 кубика. На 3 квадрата. Это у меня еще 3 сантиметра. И вырезаю. Вот у нас 2 полоски. И как мы помним, у нас 20,5 сантиметра. Укладываем ровно края. Отмечаем 20,5 сантиметров. Так, здесь у нас все ровненько. Прикладываем линейку. Вот, выравниваем. Поэтому очень удобно работать на коврике. Параллельно укладываю линейку и вырезаю. У меня получается 2 одинаковые детали. Примеряю боковинки. Они мне идеально подходят. Конечно, в процессе работы что-то можно подрезать и подогнать. Вырезаем ткань под наши внутренние стеночки. И, конечно, не забываем про припуски. У меня это 1 сантиметр с каждой стороны. Подрезаем на все детали. Теперь будем подклеивать. Я воспользуюсь горячим клеем, так как это быстрее. И клей размазываю и сразу подклеиваю. Будем обрабатывать с вами стеночки, так как мы вчера уголки обрабатывали низ. И все подклеиваем. С одной стороны и с другой стороны. Одну сторону я подклеила, натягиваю ткань и подклеиваю вторую сторону. И уголки будем обрабатывать так, как вчера. Низ немножко еще подрежу, чтобы меньше. Подклею середину. И уголки подрежу. Вот что получается. Также обрабатываем вторую сторону и вторую стеночку. 2 боковинки у меня готовы. Подклеим с вами дно. Дно я подклеиваю только по краям. Оно и так хорошо держится. И подклеиваю по всему периметру. Продолжаем работу. Примеряем боковинку. И вот идеально все ложится. Подклеиваем сначала снизу.
прижимаем, укладываем полностью дно, даем закрепиться и теперь подклеиваем верхнюю часть. Все прижимаем и даем закрепиться. Также поступаем со второй стеночкой. Примеряю вторые боковинки. Я вижу, что они у меня впритык, но так как будет еще ткань, поэтому я 2 миллиметра отрежу. Примеряю боковинки, они у меня свободно входят, и теперь обрабатываю тканью, так же как боковые стеночки. Маленькая боковинка у меня готова. Примеряем. Все идеально подходит. И подклеиваем. Наношу клей. Укладываю. Прижимаю. Даю хорошо закрепиться. И теперь подклеиваю верхнюю часть. Даю закрепиться. Вот что у нас уже получилось. И теперь обработаем дно. Дно можно картонку обтянуть тканью, как мы делали в круглых коробках, и подклеить. Я подклею просто картонку, так как это для меня, для моего использования. Извините, отсвечивает. И приклею я клеем для бумаги. Я нанесла клей на дно и подклеиваю бумагу. Это у меня картон, но немного меньше плотность. И отправляю сушиться. И сейчас главный вопрос, как сделать разделители в коробке. У меня картон тонкий, мне нужен более толстый, поэтому я склею 2 полоски вместе. И вырезаю отрезок от одного края до другого. Здесь у меня будет середина. И 2 другие полоски. Я их также склею по 2. Они у меня будут вот в таком положении. И склею между собой по 2 полоски. Пользуюсь я обычным ПВА клеем. И так поступаю со всеми полосками. И так как разделители у меня будут расположены вот так вот, мне надо нижнюю полоску разделить на 3 части, а верхние полоски на 2 части. Я беру нижнюю, измеряю, у меня получается 28 сантиметров, я отложу по 9,3 с каждой стороны. Вот так. 9,3 и 9,3. Здесь можно делать как хотите. Можно неровно, можно сделать один отдел побольше, другой поменьше. И боковые полоски мы делим на 2 части. Здесь у меня получается 20,5, значит 10 и ну, вот так вот. И вторую. И провожу линию. Каждую полоску мы разделяем еще наполовину. Если у меня 3 сантиметра, значит 1,5. Также поступаем со вторыми полосками. На большой полоске будем надрезы делать сверху. Вот примерно вот так вот. А на маленьких будем делать снизу.
Вот что должно получиться. И в зависимости от ширины вашего картона, вот эту ширину нам надо вырезать. Я аккуратненько прикладываю к середине и провожу до отмеченной полоски. И отрезать вот этот край. Сейчас я подрежу и вернусь к вам. Вот я отрезала одну часть. И так поступаем со всеми деталями. Я все вырезала. И вот что у нас должно получиться. Вот так. И вот так. Теперь обработаем с вами внутренние стенки. Я вырезала отрезок ткани по размеру. И так как ткань не сыпется, я буду подклеивать вплотную. Просто наношу клей. Много не наношу, чтобы закрепить. С одной стороны. И подклею с другой стороны. И даю закрепиться. Также поступаю со второй частью. Отворачиваем ткань по краям и все подклеиваем вплотную. Делаем это с обоих сторон. Также не забываем подклеить боковинки. Проверяем, все ли у нас подклеилось. Лишнее подрезаем. И по низу все подрезаем прямо до картонки. Все выравниваем. Продолжаем работу. Боковинки подрезаем почти под 0. Я оставляю примерно 1 миллиметр. Наношу немного клея. И вот так в середину подгибаю. Вот что у нас получается. Один очень важный момент. Маленькие мы подклеиваем так, чтобы у нас разрезы были внизу, а длинную полоску мы подклеиваем так, чтобы разрезы были наверху, внутри. Не внизу, а внутри. Мои полоски обработаны. Можно даже поджечь немножко, чтобы ничего не сыпалось, хотя и так ничего не сыпется. И теперь мы с вами нащупываем вот эти вот надрезы и прорезаем их. Если у нас что-то где-то не доклеено, доклеиваем все. Возьму маленькие ножнички и вот так все прорежу. Все лишнее надо вырезать. И прорезаем все отверстия. Все отверстия хорошо прорезаем. Если надо, доклеиваем клеем края, чтобы у нас все держалось. Чуть-чуть зацепила клеем. Сейчас буду чистить. И обрабатываем все надрезы. Все мои отверстия подрезаны, надрезы, которые мы делали с вами. И теперь можно собирать
коробку. Ее можно даже не подклеивать, они и так очень хорошо держатся. И вот что у нас получилось. Мой органайзер готов. Я постаралась вам все подробно показать и рассказать. Надеюсь, у меня это получилось. Такие органайзеры можно делать разных размеров. Не только для хранения творческих мелочей, а для хранения носочков и других мелких деталей. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.